Привет всем булочкам с корицей и другим ценителям высокой дорамной культуры. Сегодня я познакомлю вас с одним из шедевров китайской киноиндустрии, при этом кратко, без обзора на полный сюжет дорамы, дабы избежать нежелательных спойлеров. Мы с вами лишь снимем самые сливки, чтобы помочь вам принять решение, стоит ли тратить на просмотр время. В этом видео речь пойдет про дораму «Разлука повелителя демонов и орхидей», в английском же звучит как «Love between Fairy and Demon». Итак, немного базовой инфы. Дорама 2022 года основана на одноименном романе китайского автора. И в главных ролях у нас Дилан Ван, или Вахэди, и Юй Шуйсинь, также известная как Эстер Юй. Жанр фэнтези и романтика. Я бы добавила элементами исторического еще. Рейтинг 8,5 из 10. Итак, сюжет. В предыстории нам рассказывают о сильном и жестоком повелителе лунного племени Дунфан Цинцане, который захотел подчинить себе весь мир и начал Великую войну. Он и его соратники беспощадно убивали и грабили как обычных людей, так и небесных жителей. Лишь богиня войны смогла остановить его и запечатать, как бы заморозить его солдат, пожертвовав собой при этом. Но душа Дунфан Цинцана была так сильна, что ее невозможно уничтожить, а лишь заточить на время в заколдованной башне. Основные события происходят спустя 30 тысяч лет. Перед нами предстает дух цветка орхидей, небожительница Лянхуа. По всем канонам китайских дорам она, как главный женский персонаж, очень добра, невинна, немного глуповата и совершенно не может за себя постоять. При этом чудесным образом постоянно во что-то вляпывается, да с такой периодичностью, что позавидуют классические герои фильмов ужасов. Но, конечно же, несмотря на это, Лянхуа остается доброй, верной себе и не таит ни на кого из обидчиков зла. Наша орхидея испытывает чувство к богу войны, и в порыве защитить его, волею судеб попадает в башню к повелителю демонов и случайно освобождает его из оков, при этом наложив на него заклинание единения. Всю эту череду совпадений сопровождают такие же неожиданные поцелуи главных героев. Да, поцелуй уже в первой серии. Нет, я не жалуюсь. Став вновь свободным человеком, Дунфан Цинцан пытается убить Лянхуа, но вдруг понимает, что он чувствует ее боль и раны как свои собственные, ввиду заклятия единения, и поэтому оставляет ее в живых и уходит. Уходит он на поиски решения, как распечатать своих солдат, заточенных 30 тысяч лет назад, чтобы затем снова начать кровопролитную войну и продолжить завоевание мира. В общем, все как обычно. Но расстаются наши главные герои ненадолго. Орхидея просто притягивает к себе неприятности, поэтому великому повелителю лунного племени ничего не остается, как защищать этот обыкновенный цветок, от которого теперь зависит вся его жизнь, и одновременно искать способы, как снять уже 2 заклятия. Вот основной плот примерно первых 2 серий. Так и начинается приключение главных героев. Пару слов о плюсах и минусах дорамы. Сюжет. Да, тем, кто не привык к особенностям китайских дорам, первые несколько серий придется притереться к глупости, наивности орхидеи и странным, где-то нелепым случайностям, которые сводят главных героев. Но что, если не это можно назвать судьбой? В целом дорама захватывает тебя с первых минут и держит в водовороте событий все 36 серий, поэтому пускай вас не пугает их количество. Дорама получила высокий рейтинг не только благодаря красавчику Дилану Вану, но и живым образом, проработанным персонажем, саундтреком и другим. В дораме есть все: магия, жестокость, борьба за власть, страсть, хитрость, душераздирающие муки в разных формах и проявлениях. И, конечно же, настоящая любовь, не только между главными героями. Второстепенные тоже неплохо справляются со своими задачами. Здесь практически нет идеальных персонажей. У всех есть как положительные стороны, так и отрицательные, свои желания и выгоды. Именно это и добавляет им жизни, делая образы более реальными и похожими на нас, обычных людей. Отдельную похвалу заслуживает музыкальное сопровождение дорамы. Треки настолько шикарно подчеркивают глубину событий, что заставляет тебя прочувствовать на себе грусть, любовь, печаль или боль персонажа, быть с ним в моменте и проживать каждую серию. Не зря ведь подбор правильной музыкальной композиции – это 50% дальнейшего успеха картины.
Лично у меня главная тема Дунфан Цинцана, да и все остальные треки вызвали такой восторг, что сразу попали в личный плейлист. Да, его я вынесла в отдельный плюс, потому что, здесь невозможно не восторгаться его актерским мастерством. В целом, ему очень идут роли в дорамах типа исторических, где он играет сурового и властного владыку чего-нибудь с особенными способностями, зачастую сильнейшего из всех остальных персонажей. Харизма у Дилана бомбическая, это да, но мы сейчас про талант. В этой роли он потрясающе показал чувственный рост владыки демонов. От типичного антигероя, мистер Каменное лицо с, как говорила Гермиона, эмоциональным диапазоном зубочистки, до страстного душой, при этом стойкого, железным внутренним стержнем мужчины. А как натурально он отыграл боль своего героя, как физическую, так и душевную. Смотришь на это завороженно и страдаешь вместе с ним. Короче, очень вкусный персонаж получился. Если вам нравится экранная пара «Плохой парень» плюс «Девушка-ангел», то эта дорама определенно ваш вариант. В первых сериях можно заметить, как хорошо подобраны наряды героев дорамы. Более 5000 предметов одежды и более 3000 аксессуаров было использовано в процессе съемок. Особое внимание создатели сериала уделили костюмам Дунфан Цинцана, и не зря. Они отлично подчеркнули личность героя, его жестокость, воинственность и гордый характер. Оттенки его костюмов и нарядов орхидеи делают акцент на их различиях, на своеобразной пропастью между героями. Но когда эта пропасть кого-то останавливала? Минусы. Абсолютно нелогичные порой действия героев. Здесь тоже отлично подойдет аналогия с фильмами ужасов. Зачем ты идешь на ровных щах проверять, что там за шум, когда живешь один и недавно узнал, что из психбольницы недалеко сбежал пациент? Ну вы поняли. Могу сказать, что если вас такое не сильно триггерит, то можно закрыть на подобные моменты глаза и смело смотреть дораму. Благо герои не сильно грешили этим делом, и на качество сериала это не повлияло. Да и все же мы люди, никто не ведет себя идеально во всех ситуациях. Милая, добрая, наивная девушка-глупышка, с сердцем ангела и чистыми помыслами, такими же чистыми, как кристальная роса на заре, которую собирал Дунфан Цинцан для главной героини. Она никогда не злится и прощает всех, кто делает ей больно. Все так идеально и приторно-сладко. Очень знакомый тип главного женского персонажа, не правда ли? Вот только он до безобразия скучный и обыкновенный, при этом давно устарел. А сценаристы продолжают использовать его налево и направо, как, впрочем, и образ плохого властного парня. Но если второй еще в моде, то от первого уж точно пора избавиться. В общем, то ли роль орхидеи неискренно сыграна, то ли дело в самом персонаже, но на нее и ее поступки я не смогла смотреть, не закатывая глаза, примерно всю первую половину драмы. Надо отдать должное Эстер Юй, во второй половине все стало намного лучше. Орхидея превратилась в смелую, настойчивую и сильную духом девушку и даже проявляла признаки интеллекта. А значит, тоже выросла как персонаж. Они с Дунфаном дополняли и положительно повлияли друг на друга. Получился отличный тандем. Однако в первом десятке серий примитивность орхидеи сильно режет глаза. Мне лично было мало химии, какой-то близости между персонажами, в особенности со стороны Линхуа. Я не увидела в ней глубокой заинтересованности в герое Дилана Вана. У нее как-то просто произошел переход от стадии «мне нравится другой, отстань» до стадии «я хочу за тебя замуж». Вот в Дунфан Цинцане все было видно. И как увлеченность появилась, и первые признаки влюбленности, все эти неловкие касания, взгляды украдкой, ревность. При этом в дораме абсолютно нет нормальных поцелуев. Не могу я назвать пародию на касание двух рыбок поцелуем. Окей, с минусами на этом все. Небольшой спойлер далее, если не хотите слышать, смело скипайте эту часть. Многим перед просмотром хочется заранее знать, какой конец у дорамы, хороший или плохой, чтобы, так сказать, знать, запасаться ли платками. А кто-то вообще не смотрит дорамы с плохим кончанием. Я сама глубоко погружаюсь в мир дорамы и тяжело переживаю грустные повороты сюжета. По поводу этой могу сказать, что конец хороший, но платки все-таки далеко не откладывайте, так как довольно много душещипательных моментов, которые даже самого стойкого человека пробьют на скупую слезу. Мне в целом дорама понравилась, считаю, что она стоит потраченного на просмотр времени, с учетом ее минусов, конечно. Моя оценка 9 из 10. Ну вот и все. Надеюсь, мое видео поможет вам принять верное решение.
С вами была Мария. Спасибо за ваше внимание. Если хотите поддержать автора видео, подписка, лайки и комментарии будут отличным вариантом. На этом все. До встречи в новом видео.